Миф о маршале Баграмяне. Правда или пропаганда? Сегодня, 9 мая, я вам расскажу о Азе Асланове, а точнее о том, что же с ним произошло. И какую роль вообще сыграл в его судьбе господин Баграмян. Почему ни один представитель тюркоязычных народов, азербайджанец, казах, узбек или туркмен, не получил звание маршала Советского Союза, в то время как среди маршалов были армяне, украинцы и русские, выходцы из Центральной Азии и Азербайджана, несмотря на наличие героев, остались за пределами высшего военного эшелона? В Азербайджане на этот вопрос иногда отвечают, используя упрощенный миф. Дважды Герой Советского Союза генерал Ази Асланов якобы был устранен из-за зависти армянского маршала Ивана Баграмяна. В некоторых публикациях встречается версия, что Баграмян намеренно отправил Асланова под Вену, чтобы тот погиб и не стал маршалом. Такие нарративы – типичный прием политической пропаганды, заменяющий анализ сложных причин поиском внешнего врага. Однако факты этому противоречат. Асланов погиб в январе 1945 года во время рекогносцировки местности, обычной боевой задачи для командиров передовых подразделений. Он попал под минометный обстрел и умер от ран. Баграмян в мемуарах упоминает его с уважением. Архивные документы подтверждают, что части Асланова представлялись к наградам по линии командования. После войны Баграмян посещал его могилу. Свидетельств вражды или конкуренции между ними не существует. Сам миф появился уже в постсоветское время как попытка объяснить отсутствие маршала среди азербайджанцев. В условиях обостренного конфликта между Арменией и Азербайджаном успешный армянин стал удобной мишенью, но реально сложнее. Первое. Историческое неравенство в образовании. К 1917 году грамотность среди тюркоязычных народов Российской империи составляла 2–10%. В других регионах уже существовали традиции военного и инженерного образования, знания русского языка, опыт службы в императорской армии. Эти факторы определяли, кто мог встроиться в советскую кадровую систему. Второе. Кадровая политика СССР. Высшие звания получали те, кто находился ближе к центру, в Ставке, Генштабе, штабах фронтов. Офицеры из национальных республик чаще оставались в региональных частях. Продвижение требовало не только личных заслуг, но и вхождения в замкнутые управленческие круги. Третье. Инерция централизованной системы. Даже после роста грамотности путь в военную элиту для национальных офицеров оставался трудным. Командование армиями и фронтами поручали тем, кто прошел до военной академии и имел доступ к высшей военной школе, где обучались стратегическому планированию. Таким образом, отсутствие маршала среди тюркоязычных народов – результат исторического неравенства, образовательного разрыва и централизованной системы управления. А миф об Асланове и Баграмяне – это эмоциональное упрощение, подменяющее реальный анализ удобным образом врага. Кстати, существует высокая вероятность того, что Ази Асланов по национальности был талышом. Однако в официальных источниках он указывается как азербайджанец, что, вероятно, связано с политикой ассимиляции, проводившейся в то время. Современные исследования и свидетельства талышской диаспоры действительно указывают на его талышское происхождение. В то же время стоит отметить, что все исследования, на которые ссылается этот блогер, сводятся к единственной статье на сайте Авеста Талыш, откуда и был заимствован данный текст. Как вы понимаете, такой источник не может считаться надежным доказательством.